Оля была самой свободолюбивой девушкой в классе. Не просто девчонкой или девушкой, а именно в негативном смысле слова. Парни были единственным, что интересовало ее, начиная с раннего возраста, с 12 лет. Когда Оля выросла и стала девушкой, она активно использовала это в своих целях. Ее, видимо, доставали отовсюду, из грузовиков-дальнобойщиков, по дороге в Москву, в придорожных кафе. Это происходило в небольшом поселке, где каждый выживал как мог. Многие девушки перешагивали через себя, лишь бы убежать отсюда. Но Оля не собиралась куда-то уходить, она, похоже, получала кайф от всего процесса. Она выросла без отца, поэтому никто не мог ограничить ей. Ее мать не могла справиться с Алей, она была хрупкой и маленькой женщиной. Оля вышла из-под контроля матери еще в 7 классе. Было очевидно, что она нашла свою внешность у отца. Когда школа закончилась, Оля стала выше своей матери и раза в 2 толще. Мать не знала, что с ней делать. Ее часто вызывали на поселковый совет из-за поведения дочери. Все понимали, что мать не сможет ничего изменить. Но они также понимали, что нельзя молчать, нужно провести собрание и принять какие-то решения. Говорили ей: «Хорошо, поговорю с ней», но она отвечала слабо: «Да, я мать». Больше они не разговаривали. Мать перестала пытаться, когда Оля стала выше ей. Жизнь продолжалась, пока кто-то из сельчанок не приходил жаловаться на Олю, что она разрушает их семьи. И все повторялось. Она спрашивала: «Мне что ее зашить, чтобы все успокоились? Что мне делать? Держите своих мужей при себе». «Я тоже могу пожаловаться на то, что они мою бедную дочку соблазняют», — сказала однажды мать Али. С той поры женщину оставили в покое, а Оля продолжала шляться по мужикам. И, как обычно бывает в таких случаях, естественно, забеременела. Слава богу, она тогда уже была совершеннолетняя. Оля родила прекрасную девочку. Одна половина села схватилась за голову: «А что, если это моя?» Вторая половина села с облегчением вздохнула: «Слава богу, не моя». Рождение ребенка, казалось, немного изменит Олю, но это было только мимолетно. Когда она перестала кормить девочку грудью, она столкнулась с новыми проблемами. Позже мать Али узнала, что она специально делала перевязки и принимала какие-то лекарства, чтобы прекратить производство молока. С такой прекрасной дочкой можно было подумать, что Оля останется дома и займется ребенком. Но нет, она оставила дочь у матери и уехала на юг. Она вернулась только через год. Девочка заплакала, не узнав свою мать. Она подумала, что пришла чужая тетя. Оля не обиделась на это, она просто рассмеялась. У нее не было привязанности к девочке. Бабушка воспитывала внучку по-своему, так как она боялась, что девочка станет такой же, как и Оля. Она старалась ограничить общение девочки с другими людьми. Она все чаще водила девочку к реке в лесу, чтобы побыть ближе к природе. Так Вика, она так звали девочку, выросла почти как часть леса. Она, конечно, не избегала людей, как могли бы подумать некоторые, просто проводила очень много времени в лесу. Ей было там намного интереснее, чем среди людей. Сначала Вика ходила туда с бабушкой, а потом, когда бабушка умерла, она стала ходить в лес одна. Кто мог ее остановить? У Али не было времени на дочь. Скромно огорчившись от смерти матери, Оля вернулась к своим делам. Она устраивала свою личную жизнь. И вот какой сюрприз, что именно в это время она встретила любовь всей своей жизни. Он был дальнобойщиком, жил в городе, и каждый раз, когда отправлялся в поездку или возвращался домой, он заезжал к Оле. Но домой она его еще не приглашала, они встречались на стоянке. Оля была привыкла к такой жизни, и дома была Вика. Но она почему-то забыла упомянуть Петру о существовании девочки, так звался ее поклонник. И вот однажды Петр сообщил Оле, что он, наконец, развелся с женой и хочет дарить Оле свое сердце и надевать на нее обручальное кольцо. Но им придется переехать жить к Оле, так как городскую квартиру он оставил своей жене и сыну. Ну это пустяки. Осталось только рассказать Петру, что они будут жить не вдвоем, а с маленькой девочкой. И тут Оля задумалась. Что, если Петру не понравится, что у нее есть ребенок? Что, если он передумает жениться? А кто ее еще возьмет замуж? Вику хоронили в очень красивом белоснежном платье. Директор магазина, где оно висело на витрине, отдал его за хорошие слова, в благодарность. Усилиями бабушки мало кто в поселке знал Вику, но все равно несколько человек пришли. Люди перешептывались, как так случилось, что здоровая девочка умерла. Подойдя к гробу, чтобы попрощаться, кто-то заметил, что из гроба доносится странный стон.
Кто-то пришел на мысль поднять ее красивое платье, словно стоны доносились из-под него. И когда жители это сделали, они были ошеломлены. Под платьем девочки лежал маленький волчонок. Откуда он взялся? Как он попал в гроб и еще и под платье? И тут все вспомнили, что несколько дней назад, перед смертью, бабушка Вики рассказывала, что внучка спасла и укрыла маленького волчонка. И она действительно принесла его домой. Он был таким маленьким и беспомощным. Вика сама выхаживала его, скрывая от матери, так что Оля не знала, что у нее в сарае живет волчонок. Никто особо не верил старушке, думали, что она сбредет перед смертью. Но вот у покойной девочки под платьем был волчонок, и он был таким маленьким, что сложно представить, как она нашла его в лесу. Возможно, малыш не мог принять потерю своей хозяйки и ночью или рано утром забрался к ней в гроб. А когда люди занимались волчонком, внезапно услышали кашель. Они обернулись и увидели, что это Вика кашляет. Какой кашель? Она уже лежит в гробу и искренне не понимает, что происходит и что она там делает. Не все могли выдержать такое увиденное воскрешение умершего ребенка. И кое-кто даже упал в обморок. Этой кое-кто была Оля, которая не хотела быть на похоронах. «На что я там буду?» — говорила она. «Это странно, когда тебя хоронят маленькую дочь. Что делать?» Она просто стояла. И когда достали волчонка, она, как и все, была в восторге. Она вообще не знала о его существовании. А когда Вика закашляла и села в гробу, Оля упала в обморок. Ничего странного, но еще более странно было ее поведение после этого. Вместо того, чтобы радоваться и благодарить Бога за такое чудесное спасение, Оля стала на колени просить прощения у дочери и всех собравшихся людей. Оказывается, люди не зря сомневались в том, что маленькая девочка умерла совсем здоровой. Оля подмешала ребенку нечто, похожее на яд или снотворное, которое она получила от бабушки. Однако оно действовало слабо, так как уже просрочено. Старушки любят сохранять все, что нужно выбросить. Все это из-за Петра, она боялась, что он узнает о дочери и оставит ее, поэтому решила избавиться от своей единственной дочери таким ужасным и жестоким способом. Если бы не маленький волчонок, который спас девочку своим стоном, кто знает, как бы это все могло закончиться трагично. Реакция Петра удивляет, он был в шоке от происходящего. Он и представить себе не мог, что мать может поступить так с ребенком. И все из-за него, из-за обещанной женитьбы. Он написал ходатайство и удочерил Вику. Ему пришлось даже снова наладить отношения с женой. Похоже, ей нужна поддержка матери, подумал Петр, когда он вошел в дом бывшей жены вместе с Викой. А ему требуется ответственный хозяин и строгое воспитание. Поможешь мне с этим? Спросил Петр своего сына и достал из-под пальто того самого щенка, волчонка. Оля совсем сбрендила, и ее отправили в психиатрическую клинику. Говорят, существует такое заболевание, фиксированность на чем-то, что часто становится причиной проблем у женщин, чем и страдала Оля. Смогут ли ее вылечить, неизвестно. Говорят, она даже в клинике не остывает. Полной луны Оля открывала окно и представляла себя принцессой, запертой в башне. «Принц, спаси меня! Я уже готова прыгать!» — кричала она. Вот такая удивительная история. А что вы думаете по поводу данной истории? Делитесь своим мнением в комментариях.